Всем привет, меня зовут Марина, и я брокер по недвижимости в Калифорнии. Работаю в Сан-Франциско, Бэй-Эрии, и, скорее всего, вы уже смотрели хотя бы одно из моих видео про города вокруг залива Сан-Франциско, про города Бэй-Эрии. И если вы читали комментарии на YouTube или на Фейсбуке, то, скорее всего, вы видели, что самый частый комментарий с запросом «Марина, снимите точно такое же видео, но про долину Напа», про виноградники, винодельни и про туристические места. И сегодня мы подготовили для вас сюрприз. Мы покажем вам потрясающую долину, в которой находится более 40 виноделин с tasting rooms. Здесь находится более 3000 акров виноградников. Здесь огромное количество туристических мест. И все это находится на Ист-Бэй, всего лишь в 50 минутах езды от Сан-Франциско и также в 40-50 минутах езды от любого из городов Кремниевой долины. И называется эта долина Ливермор. Мало кто знает, но именно Ливерморская долина завоевала первую международную золотую медаль Америки за вино в 1889 году на Парижской выставке, поместив Калифорнию на винную карту мира. А вот долина Напа была признана французскими судьями почти 100 лет спустя на парижской дегустации в 1976 году. Вот здесь воистину маркетинг – двигатель торговли. Ведь на сегодня Напа – самый разрекламированный винный регион Калифорнии, ориентируется не только на локальных жителей, но и на туристов. А вот в Ливерморе туристов не сыскать и днем с огнем. Их здесь крайне мало. Поэтому, если вы не любите гулять по туристическим местам, а любите найти что-то очень уникальное и ориентированное на местных жителей, то вам точно нужно посетить Ливермор. Сегодня я хочу вас познакомить с Еленой. Лена живет уже 9 лет в Ливерморе, и сегодня она нам расскажет много разных секретов, что она любит, что не любит. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Лена, так как вы уже, в принципе, долгожитель Ливермора, я уверена, что вы знаете многое и можете с нами поделиться своими любимыми местами, рассказать, что хорошо в Ливерморе, что плохо. Давайте, наверное, начнем с вопроса, что вы любите вот больше всего в этом городе. Почему вы вообще сюда переехали 9 лет назад и где вы жили до этого? Мы жили в России, и мой муж получил работу в Америке, и его, собственно, работа, офис был в Плезентоне. Мы снимали апартмент и жили там несколько лет до того момента, как мы решили покупать дом. На тот момент денег у нас не было вообще, но мы хотели жить в Трай-Вэлли. Видимо, это такой момент, куда ты приезжаешь, ты не можешь переехать в другое место. Это очень сложно. Те, кто приезжает в Силиконовую долину, любят там и не понимают, что такое ехать в Трай-Вэлли, да? Мы искали здесь дом, и просто Ливермор на тот момент был дешевле на 150 тысяч. Мы купили этот дом за 500, Плезентон не стоил 650. Вот и все из-за этого мы купили. Очень хочется упомянуть про серии бесплатных концертов по пятницам винодельни Лас Позитос, а также про винный тур на Ливермор Wine Trolley. Круглый год здесь проходят различные мероприятия, виноделы общаются со своими клиентами. Одним словом, ощущается абсолютно уникальный вайб жизни вокруг виноградников, от одного вида которых можно просто захмелеть. Кстати, винодельни Ливерморской долины были первыми, кто разлил по бутылкам сорта Шардоне, Савиньон Блан и Петит Сира. Почти 80% калифорнийских лоз Шардоне ведут свои генетические корни к долине Ливермор. Вообще Ливермор – это как черная лошадка. Его мало кто видел, мало кто о нем слышал, но он действительно великолепен. Это очень старый город. Он был основан в 1869 году в память о первом виноделе региона Роберте Ливерморе. В городе проживает около 87 тысяч человек, делая его самым густонаселенным городом в долине Трай-Валли. Белое население составляет почти 82%. Испаноговорящее население составляет чуть менее 15%. Интересно, что людей, рожденных за пределами США, здесь всего 17%. Для сравнения, в Саннивейл проживает почти 50% людей, рожденных за пределами США. В Сан-Хосе, для сравнения, более 40%. И здесь есть абсолютно все, начиная от бесконечных просторов парков и опенспейсов до таких суперсовременных магазинов, как Сан-Франциско Премиум Outlets, в котором находится 182 магазина и представлено 311 известных брендов со всего мира. Да, если мы коснемся магазинов, аутлеты в наши все приезжают. Когда их строили, мы волновались, что это увеличит трафик. Мы не чувствуем. Мы мимо него не ездим, боже упаси, да, потому что там в него все время как что-то заезжает. Это легко объехать. У нас есть и Trader Joe, RLS, Safeway, Costco, это все. И китайские у нас есть, да. Все что угодно.
Где же расположен Ливермор и как легко до него добраться? Ливермор находится в 44 милях от Сан-Франциско. Вам потребуется всего лишь 40 минут без учета трафика, чтобы добраться до даунтаун города. Но вы же знаете, что с учетом трафика это время может увеличиваться до часа, а иногда и до 1,5 часов. Также Ливермор расположен достаточно удобно по отношению к городам Кремниевой долины. Например, до офиса Google всего лишь 35 миль, всего лишь 40 минут в дороге. Но я опять оговорюсь, что это без трафика. Самая большая боль людей, которые живут в Ливерморе и вынуждены комьютать по 84-му фривею в города Кремниевой долины, это, конечно же, настолько узкий вот этот 84-й фривей, где одна полоса в одну сторону и одна полоса в другую сторону. Вы представляете, какой трафик из-за этого создается. Если, не дай бог, случился какой-то акцидент на дороге, какая-то авария, то, естественно, весь фривей встает. Но здесь у меня есть хорошая новость, что в 2024 году обещают, что весной этот фривей 84 будет расширен, и там будет несколько полос в каждое направление. И вот тогда-то я надеюсь, что город, собственно, заживет вот без трафика, и я думаю, что привлечет новых людей, которые не могут себе позволить купить недвижимость в городах Кремниевой долины, и из-за более легкого комьюта, реально 40 минут, 45 будет комьют, надеемся, но, собственно, эти люди смогут приехать в Ливермор и еще по более-менее адекватным ценам что-то купить себе здесь. Еще одно крутое преимущество Ливермора перед многими другими городами East Bay – это наличие общественного транспорта AC Train. AC Train – это комфортабельный двухэтажный поезд, который едет из Стоктона в Сан-Хосе 4 раза утром и 4 раза вечером по расписанию. Расскажите нам по поводу AC Train. Да, Ace Train – это, конечно, очень замечательно. Ace Train – это не BART в плане качества. То есть это двухэтажный, поезд, он с ковровым покрытием, с кондиционером, там нельзя стоять. Если вдруг ты стоишь, тебя посадят, тебе найдут место. Если вдруг там будет хоть одно стоящее место, они прицепят еще один вагон. Нельзя стоять, нельзя разговаривать. Тебе будут делать замечания. Никогда там не бывает никаких плохих личностей. Программисты сидят и слушают музыку в наушниках и печатают. Там есть интернет. То есть тебя везут в совершенно комфортных условиях. Ты приезжаешь, садишься на шаттл, тебя подвозят прямо к твоему офису. То есть ты выбираешь себе определенный шаттл. Это очень удобно. А сколько стоит? 20 поездок стоит 110 рублей. В Ливерморе находятся 2 остановки поезда. Одна на Васкар-Роуд и другая вблизи даунтауна. Поезд останавливается в Плезентоне, Фримонте, парке развлечений Грейт Америка, Санта-Кларе и Сан-Хосе. Ливермор переживал настоящий бум, настоящую невиданную до этого популярность в 2020 и в 2021 году. Сейчас у нас сентябрь 2022 года, и везде в Америке наблюдается рецессия. Цены на недвижимость упали и продолжают падать. Интерест-рейты, процентная ставка по ипотеке выросла. Это уже далеко не 3 и не 4%, а гораздо выше 6% на конвеншнл финансирование, оговорюсь, потому что джамбо финансирование и adjustable mortgage rate до сих пор еще можно взять ниже 5%. Может быть, кому-то эта информация пригодится. И люди, которые хотели купить себе недвижимость где-то в Кремниевой долине, но понимали, что, например, за 1 миллион или 1,5 это будет что-то супер маленькое, скромное и, скорее всего, очень-очень старое, они брали эти деньги и покупали на них шикарные дома в Ливерморе в 2020 и 2021 году. Почему я это все рассказываю? Чтобы вы лучше понимали. В начале года цены в Ливерморе были гораздо выше, процентов на 15-20, чем то, что мы видим сегодня. То есть это такое будет отступление, чтобы вы понимали, что цены падают. И если в начале года мы с вами смотрели, например, 999 тысяч стоимость single family house, то мы могли предположить, что будет овербидинг, будет аукцион, этот дом может уйти по цене 1 200 000, а иногда и 1 400 000. А сейчас мы видим другую ситуацию. Если агент выставил дом за 999 тысяч, в лучшем случае он его продаст за эти 999 тысяч, а возможно цены упадут, и это будет наоборот price reduction на 10%, а может быть даже и на 20%. Ну, давайте посмотрим, сколько же на сегодня стоит недвижимость в Ливерморе. Single family house на сегодня средняя стоимость дома 1 250 000, и площадь такого дома чуть более 1700 квадратных футов.
Средняя стоимость таунхауса 815 тысяч, а средняя стоимость кондо на август 2022 года составила 785 тысяч. Интересно, что людей, проживающих в своем собственном жилье, более 72%. Средняя стоимость аренды апартамента площадью около 780 квадратных футов составляет 2500. Сколько же зарабатывает житель Ливермора? Средняя зарплата на человека на 2020 год составила $60 тысяч. На семью из 4 человек – $132 тысячи. Ну что, давайте поговорим, какой же здесь климат, какая погода в Ливерморе. Я много-много раз слышала от людей, приезжающих из Сан-Франциско или из городов Силиконовой долины, таких как Саннивейл с мягким климатом, что мы так боимся ехать на Ист-Бэй, потому что здесь жарко, и мы тут все сгорим, умрем от жары. Нет, это не так. Да, в Ливерморе действительно жарко, и летом, где-то начиная с середины июня по 1 октября средняя температура около 86 градусов. И есть несколько дней в году, когда температура поднимается к 100 градусам по Фаренгейту, и даже иногда и выше, как вот, например, в этом сентябре был heat wave, и было очень-очень невыносимо жарко. Это было где-то около 116 градусов по Фаренгейту. Но это больше как аномалия, связанная с глобальным потеплением. Больше 100 градусов здесь бывает крайне редко. Плюс этого города в том, что ночью, уже где-то начиная после 6 вечера, становится все прохладнее и прохладнее. И за ночь полностью уходит эта жара, и очень сильно воздух охлаждается. В 6 утра будет супер прохладно, и вы захотите одеть утром кофточку. Зимой с 24 ноября по 24 февраля самые некомфортные месяца. Погода может быть в районе 40-41 градуса ночью. Днем температура может подниматься до 57 градусов по Фаренгейту. И, соответственно, крайне редкие случаи, когда температура будет опускаться ниже нуля. Снега в Ливерморе не бывает. В целом здесь очень комфортно за счет того, что ночью прохладно. Открываете вечером окно, проветриваете и чувствуете себя суперкомфортно. Ну и летом, конечно, в Ливерморе классно иметь бассейн, потому что вы можете в нем плавать, он прогревается, в отличие от многих других городов, которые не находятся на Ист-Бэй. Ливермор – это развитый американский город с богатой инфраструктурой. Здесь такое количество городских парков, современных детских площадок, городских бассейнов, полей для занятия спортом, парков для собак, что их просто невозможно все перечислить и показать в одном видео. Но тем не менее, мне очень хочется отметить, что здесь находится региональный парк Дель-Вале, в котором есть 2 пляжа с лайфгардами, много зон для пикника, кемпинг. Здесь можно рыбачить, плавать на лодке или каяке. Если у вас нет своей лодки, то здесь ее можно взять в прокат. Также нельзя не упомянуть Сикаморе, Гроув-парк. Вы можете просто погулять пешком по парку с захватывающими дух видами, прокатиться на велосипеде. Ну а может быть, вы любите конный спорт? И тогда можете верхом на лошади исследовать бескрайние просторы парка, занимающего территорию 847 акров. Не в каждом городе есть парки с трассами для велосипедного мотокросса BMX. В Ливерморе есть. Не в каждом городе есть крытые катки, работающие круглый год. В Ливерморе есть и не просто каток, а один из лучших в Калифорнии. Здесь можно заняться профессиональным фигурным катанием, играть в хоккей в команде или просто встать на коньки с друзьями ради удовольствия. А кто еще не знает про детский развлекательный центр Lost World в Ливерморе, то обязательно внесите это место к себе в заметки. Мои дети просто обожают реалити-шоу Ninja Warriors, и здесь как раз есть огромная площадка для подготовки маленьких ниндзя. Кружки. У нас здесь есть все, учителя музыки, и, пожалуйста, гимнастика какая вам угодно. У нас же Калифорния Gymnastic Academy, по-моему, или она какая-то большая. Она же здесь в Ливерморе, и сюда к нам ездят из разных городов. А там и тамблинг, там и спортивная гимнастика, где брусья и все такое. Мальчиков и девочек возят. У нее очень хороший рейтинг, они участвуют в соревнованиях и прочее. Потом у нас замечательный каток, он новый и гораздо лучше даблинского, между прочим. Кстати, вот летом, например,
Если вам нужен почти бесплатный бассейн, у вас нет бассейна, у нас нет бассейна. У нас в Ливерморе есть 3 комьюнити-бассейна. В одном за $7, там какие-то горки развлечения, в другом за $2 за день. Ты приходишь и купаешься целый день. Там и лежаки, там и лайфгарды, там и замечательно чистые. Любой спорт. Этого бейсбола, футбола для мальчиков, это вот эти сколько полей, это все бесконечно много. То есть, если ты сюда приезжаешь с ребенком школьного возраста, то его тут точно без есть чем проблем. занять. Да. С парками и детскими развлечениями в городе все просто отлично. В магазине тоже есть все и на любой вкус. Но из важного хочу отметить, что в Ливерморе есть свой даунтаун. Мы с вами уже знаем, что не в каждом американском городе он есть. В Ливерморе он есть и очень красивый, и также достаточно старинный. Если вы хотите сходить в ресторан или просто выпить чашечку кофе, то вы точно найдете что-то на свой вкус в Ливерморе. Я очень люблю выпить чашечку кофе с невероятно вкусным авокадо-тостом в The Press кафе. В Ливерморе находится 20 государственных школ, включая чартерные. 2 из них – High Schools. Они имеют хороший рейтинг – 7 из 10. 5 Middle Schools, которые тоже имеют неплохой рейтинг, и некоторые из них – 7 из 10. И также 11 Elementary Schools, и самая желанная из них – Sunset Elementary, ее рейтинг – 8 из 10. Вот с ребенком. У вас рождается ребенок, и вы здесь можете совершенно быть автономным. У нас от комьюнити, от города очень много чего есть, чем вы пользуетесь практически бесплатно. То есть у нас есть прескул. Обычно прескул – это же очень дорого, но здесь вы можете водить ребенка на 3-4 часа в день в прескул, который почти ничего не стоит. Они предоставляются городом. Дальше школы, да, очень много школ, десяток. Вы можете поселиться в любом районе города и ходить в хорошую школу. У нас Open School District. В других городах, если вы живете, вы ходите по месту жительства в школу. Да. У нас не так. Вы можете жить в любом, подать заявку, и как только будет свободное место, вас берут. Как быстро это свободное место образуется? Обычно есть места, дети постоянно уезжают в другие штаты, их переводят в другие школы. Сказать такого, что люди стоят годами, но нет. Очень часто ориентируются, что если школа 9-10, то здесь хороший район, здесь можно жить. Если школа 6, 7, район будет так себе. Очень часто мне приходится говорить о том, что не всегда район хороший будет иметь школу 10. Почему-то, когда рассматривают школы, берут в расчет только ее рейтинг. Кроме рейтинга, это же и какая национальность. Вот, например, в Плезентоне, да, там же очень обстановка в школе напряженная, что ты постоянно должен бороться, что ли, за какое-то место под солнцем. У нас здесь в школах немножко порасслабленнее. Не в плане учебы, а в плане психологического твоего состояния ребенка. Опять же, из-за того, что у нас более белые школы, белые американцы, пожалуй, из всех национальностей здесь в Америке проще всего, легче всего воспринимают другие национальности. Они их принимают, они приглашают их на день рождения, они дружат. Этого нельзя сказать ни про какие другие национальности. Они не пускают к себе, правда? Детям от этого легче, и они легче учатся. У них нет такого напряжения. В Ливерморе находится Лас Позитос комьюнити колледж, который был основан в 1964 году. И здесь обучается около 10 тысяч студентов на дневных и вечерних факультетах. Этот колледж хорош тем, что помимо обычных стандартных программ, здесь их 42, после прохождения которой вы можете получить сертификат и устроиться на работу, также у этого колледжа есть соглашение с Universities of California, кроме UC Беркли и UCLA. После прохождения 2-летнего обучения в Лас Позитос комьюнити колледж вы можете гарантированно перевестись в колледж любой из, кроме Беркли и кроме UCLA. Сейчас я стою на смотровой площадке в муниципальном аэропорте города Ливермор. Практически нигде я не видела вот такие вот небольшие смотровые площадки, где любят встречаться мальчишки и наблюдать, как самолеты приземляются и взлетают. Аэропорт достаточно большой. Отсюда можно совершить частный полет. Также даже можно зайти на веб-сайт и зарезервировать себе самолет. В среднем стоимость от $800 до 2000 за час полета. И здесь вы можете снять такой самолетик и полетать. Но помимо того, что вы можете делать такие вот частные полеты, здесь есть самолеты, которые, собственно, летают в Сакраменто, в Сан-Хозе, в Конкорд и в Сан-Франциско. То есть, в принципе, отсюда совершаются регулярные полеты и много частных полетов. И на самом деле от этого аэропорта много шума. Вам 100% нужно проверить, в каком месте находится ваш дом и не проходит ли авиамаршрут как раз прямо на крыше вашего дома. В прошлом году было около 300 жалоб от жителей, которые были не
недовольны тем, что самолеты летают прямо над их домами, и это действительно шумно. Они, конечно же, летают рано утром и, в принципе, не до позднего вечера, но достаточно поздно, поэтому целый день можно слышать вот этот вот гул самолетов. В некоторых районах Ливермора его вообще не слышно, а в некоторых это прямо над вашим домом. Мы постараемся вам показать карту в описании к видео. Еще из важного хочу отметить, что в Ливерморе находится несколько крупных работодателей. Самым большим является лаборатория Лоуренс. Здесь работает 8765 человек. 20 наиболее крупных работодателей предоставляют более 18 тысяч рабочих мест в Ливерморе. И это без учета 40 виноделин и огромного количества малого бизнеса. Самый большой работодатель в Трайвейле – это наша ливерморская лаборатория. Во-первых, там очень много работников. Там и биологи, и физики, и химики, и всему этому нужен административный персонал. У нас же вот вообще много в нашем классе детей, у которых родители там работают, и они селятся здесь, опять же, повышая, так скажем, уровень интеллигенции всего города, правда? Вот, потому что они, конечно, очень… Опять же, еще что хорошо. У меня сын, когда заканчивал школу, он брал EP-классы в комьюнити-колледже. Наш Лас-Паситос комьюнити-колледж от нас в 10 минутах. Туда приезжают люди, дети со многих городов. Не у всех есть комьюнити-колледжи в городах. И это очень классно, потому что у меня есть приятельницы, которые, например, не работают и которые берут там какие-то для себя просто психологические классы. Классы йоги, я там, не знаю, плавания, там чего только нету. Ты можешь взять там, не знаю, нотную грамоту, уроки музыки. Я совсем забыла вам сказать, у нас же есть свой театр, вот этот Bankhead Theatre. Это же потрясающе. Мы порой ходим. Сюда даже к нам приезжает русский балет. Мы 2 раза уже были, да, и мы ходим на какой-то мексиканский концерт ходили. И они бывают очень бюджетные. Например, я там подписана, мне присылают, вы знаете, только $20 там билет, и мы идем. У нас есть собственный симфонический оркестр в городе. Вау. Это потрясающе, правда, такое маленькое население. Вот, и это очень классно, правда, можно прийти. Кто только к нам не приезжает в этот Bankhead Theatre, кого-то там только нет, от танцоров, певцов до хорового пения. Вот когда начался карантин, мы поняли, насколько мы можем быть совершенно автономны. Все врачи у нас здесь, и мы же их искали, да. То есть здесь ливерморская фасилити Кайзера замечательная, новая, светлая, широкая и огромная парковка. То есть вообще это очень комфортно приехать туда. Мы выбирали дентистов, то есть и взрослый дентист, и детский дентист у нас в Ливерморе. Я даже вот сейчас, готовясь как бы мысленно к нашему разговору, думала, где у нас все, да. А они ведь хорошие врачи, мы их выбирали, мы можем ведь ездить в Плезентон, да. У нас учительница музыки в Плезентон, нам до Плезентона недалеко, 10 минут. То есть именно здесь мы их выбрали, да? Лена, спасибо вам огромное, что вы согласились. Вы самая смелая девушка во всем Ливерморе. Не знала этого. Это правда, это правда. Ну, зато я, так сказать, облекла в слова все, что я думаю о своем городе, правда? И очень приятно, что вы прямо его так искренне любите. Оказывается, да. Я надеюсь, вам понравилась наша новая серия про Ливермор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, про какой из городов Бэй-Эрии вы хотели бы увидеть точно такой же выпуск. И пока, до новых встреч!